Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим историю Второй мировой войны и поговорим о британском флоте. Если есть тема более достойная, то это только это. Британский флот – это квинтэссенция могущества Британии на морях. Это сила, мощь, это бесподобная красота. Военные корабли красивы. Они чертовски красивы. Надо сказать, что после завершения Первой мировой войны Британия обладала чудовищным по количеству флотом. Новейшие дредноуты, броненосцы до дредноуты поры, тяжело-легкие крейсера, эсминцы. Гавани Великобритании просто были переполнены боевыми кораблями. Всю эту ораву нужно было кормить, снабжать, поить топливом, ремонтировать. Это было невозможно. Поэтому англичане немедленно начали списание кораблей, как можно быстрее стараясь избавиться от наиболее старых. Сначала под нож пошли старые броненосцы до дредноуты поры, все крейсера с паровыми машинами трудного расширения, все миноносцы и эсминцы постройки до 1914 года, и все равно кораблей оставалось слишком много. Они были не нужны, потому что не было врага, которому можно противостоять этой армадой. Тогда англичане пошли на второй этап сокращения флота. Они сократили дредноуты постройки до 2014 года. Они сократили крейсера. Они, в общем, сокращали до такой степени, что в составе британского флота осталось 15 линкоров. Это 5 линкоров типа Revenge, 5 линкоров типа Royal Oak. В общем, неважно. 15 линкоров линейных кораблей, линейных крейсеров, которые составляли основу британского линейного флота все последующее время. Крейсера, эсминцы, подводные лодки, все это было сокращено, но все равно представляло собой очень серьезную силу. Затем англичане решили, что даже существующий флот нужно обновлять. Потихонечку они начали менять состав легких сил. Эсминцы и легкие крейсера. Причем никакой угрозы Британии с моря в то время не было. Это просто делали для того, чтобы не пустовали верфи, чтобы кораблестроители не утрачивали квалификацию, чтобы кораблестроительные фирмы не теряли своих доходов, чтобы все были вдоль. Это нормально, потому что ни для чего другого крейсера в 26-27 году строиться не могли. Они никому не могли угрожать. Надо сказать, что немцы тоже, сначала заключив... Дело в том, что все разговоры о том, что немецкий флот при Гитлере строился незаконно, вопреки Версальским договоренностям, это разговоры в пользу бедных. На самом деле немцы попросили разрешения у англичан строить военный флот. И англичане им такое разрешение дали. В 1935 году было подписано англо-германское морское соглашение, в котором четко прописывались лимиты на размещение немецких кораблей по отношению к флоту британскому. И это соглашение ни разу не было нарушено. То есть немцы четко следовали своим обязательствам и их не нарушали. Но просто возможности немцев были невелики. Вдобавок к тем 3 рейдерам, которые я упоминал раньше, и тем 2 линейным крейсерам, которые были построены Шарнхорстом и Гнезенау, немцы умудрились достроить, во-первых, 2 линейных корабля, Бисмарк и Тирпиц, но это уже было в разгаре войны. И 3 тяжелых крейсера, Вашингтонская схема, это адмирал Хиппер, принц Ойген и Блюхер, погибший в норвежской операции. 4-й крейсер этой серии Люцев, как я уже говорил, ушел в Ленинград в оплату за поставки пшеницы и нефти. То есть немцы строили свои корабли, но мы сейчас не о них. Мы сейчас о миролюбивой Великобритании, которая так хотела мира, что не прекращала строить военный флот никогда. Никогда.
Да. Значит, в 26 году спущены на воду тяжелые крейсера «Кент», «Бервик», «Корнуолл», «Кумберленд» и «Саффолк». То есть за один год англичане построили тяжелых крейсеров больше, чем немцы за всю предвоенную историю. Но это ж только начало, потому что в 27 году для австралийского флота, который был частью британского, были построены Австралия и Канберра, тяжелые крейсера. Это были вашингтонские крейсера с 8-дюймовой артиллерией главного калибра. Вот. Но поскольку считалось, что нужно избегать перегрузки кораблей, то следующая серия тяжелых крейсеров пошла с ослабленной бортовой броней, но с нормальной палубной, потому что считалось, что артиллерия кораблей стреляет друг по другу с дальней дистанции навесным огнем, и снаряды попадают в палубу, а не в борт. Но это не важно. Тем не менее, следующая серия крейсеров Сассекс, Девоншир, Лондон, Шропшир сошла на воду в 1928 году. Затем англичане уменьшили размещение своих крейсеров тяжелых, продолжая их спускать на воду и вводя в состав флота. Следующими были крейсера Норфолк и Дорсетшир. Затем крейсера Йорк-Эксетер. То есть 12 тяжелых крейсеров, построенных еще до того, как нацисты пришли к власти, без всякой необходимости и военной угрозы, это нормально. Это естественно, понятно. Несколько буквально немецких крейсеров – это крушение мира и вооруженное нападение, гарантированное со стороны врага. Очень интересно. Но англичане строили не только тяжелые крейсера. Массовыми сериями они выпускали крейсера легкие. У немцев таких было 6. У англичан 42. В 1929 году вышла серия крейсеров типа Линдер. Линдер, Нептун, Орион, Аккилес, Эджекс. Потом появились крейсера Фаэтон, Амфитон, Аполло. В 1934 году следующая серия Аретуза, Галатея, Пенелопа, Аврора. Следующая серия Саутгемптон, Ньюкасл, Бирмингем, Глазго и Шеффилд. Затем крейсера Ливерпуль, Манчестер, Глостер, Белфаст, Эдинбург. И это еще не все. В 1936 году были заложены крейсера Фиджи, Кения, Маврикий, Нигерия, Тринидад, Гамбия, Ямайка, Бермуда. В 1937 году были заложены крейсера Цейлон, Уганда, Ньюфаундленд. В период с 26 по 1939 год Великобритания вводит в состав своего флота 15 тяжелых и 33 легких крейсера, всего 48 боевых единиц крейсерского класса. Если постройка Германии 12 крейсеров есть несомненный признак подготовки к агрессии и войне на морях и океанах, то к чему готовилась Великобритания? А всего соотношение на море было настолько не в пользу Германии, что даже говорить об этом не стоит. Август 1939 года. Германия. Линейные силы. 2 линейных крейсера. Возвращение 30 тысяч тонн. 9 280-мм калибра орудий главного калибра, 12 150 и прочая мелочь. Британский флот имеет в строю 5 линкоров типа Queen Elizabeth с 8 380-мм орудиями главного калибра. 5 линкоров типа Revenge с таким же вооружением. 2 линкора типа Nelson с вооружением из 9 406-мм артиллерийских орудий главного калибра. 2 линейных крейсера типа Ripples, линейный крейсер Hood. Линейный крейсер Hood, кстати, погиб в бою с Бисмарком, но это уже совсем другая история. Итак, соотношение по числу боевых единиц 7,5 к 1. По количеству стволов 118 к 18. Но это не самое интересное, самое веселое. Есть такая отрасль военно-морского противостояния, как война
на море, в воздухе. Авианосцы, как вид вооружения, появились в Первую мировую войну в качестве вспомогательного средства флота для разведки, целеуказания и борьбы с подводными лодками. Потом авианосцы начали развиваться, особенно сильно это пошло в Японии. Японцы авианосному флоту придавали первостепенное значение, в отличие от всех остальных. Все остальные полагали, что авианосцы – это вспомогательные корабли, которые сажают и поднимают истребители, разведчики, может быть, торпедоносцы. Японцы на своих кораблях, на своих авианосцах создали ударный кулак, который потом, в 1941 году, изумил мир не меньше, чем блицкриг Германии в Европе. Тем не менее, англичане тоже имели авианосцы. Это были не очень большие корабли, не океанского действия, но тем не менее. Во-первых, в авианосцы были пристроены 3 так называемых линейно-легких крейсера. Это Furious, Glorious и Courageous. Это была такая затейливая авантюра адмирала Фишера. Он вообще был очень интересный человек с потрясающим, нестандартным мышлением. Он считал возможным, кроме линейных крейсеров, которые, в принципе, были слабее по бронированию, чем линкоры, но лучше по скорости, построить корабли легкого линейного класса. Что это такое, никто не понимал. Это правда. Адмирал Фишер считал, что это должны быть довольно большие, водоизмещением в 24 тысячи тонн корабли, которые, не имея брони, развивали очень большую скорость, до 34 узлов, и несли артиллерию линкорного калибра. То есть 380, 406 и даже 457 миллиметров. То есть зачем нужны эти корабли, кроме Фишера, не знал никто. Они были построены, спущены на воду, приняты в состав флота, но затем их все-таки вывели из корабельного состава, потому что никто не знал, зачем они нужны. После смерти Фишера все остальные адмиралтейства британского открестились от этих кораблей как от чумы. Но их перестроили авианосцы. Как авианосцы они были прекрасны, потому что они имели великолепные обводы, хорошее водоизмещение, скорость хода, а бронирование авианосцев вообще, в принципе, не надо. Вот таких кораблей у англичан было 3. Далее, у них был пристроенный из чилийского линкора Альбераль Кохрен авианосец «Игл». Тоже был очень интересный корабль, вполне себе любопытный. Англичане его у чилийцев реквизировали, потому что началась Первая мировая война, и построенный для чилийского флота линкор посчитали необходимо забрать себе англичане. Но использовать его в своем флоте они не решились, а вот перестроить его в авианосец они сделали. Получился неплохой авианосец «Игл», поскольку он строился из линкора, он достаточно хорошо был бронирован и даже мог, в общем-то, противостоять артиллерийскому обстрелу, но погиб от подводной лодки. Единственный авианосец специальной постройки в британском флоте – это авианосец «Арк Роял». В принципе, он планировался как авианосец, был построен как авианосец, имел замещение 23 тысячи тонн и 72 самолета. Это вот был прообраз всех будущих авианосцев, которые строила Англия в течение войны. Но это был корабль, который соответствовал своему предназначению изначально, по рождению. Также было 3 легких авианосца: «Аргус», «Пегасус» и «Гермес», которые, в общем-то, особого значения не имели, но тем не менее тоже были авианосцы. Теперь по крейсерским составам соотношения. Тоже берем, что имеет Германия в качестве дальних рейдеров. 3 карманных линкора типа Deutschland. Все. Больше у них нет ничего. 3 карманных линкора. Больше у них кораблей для дальней морской зоны, для постоянного патрулирования и перехвата гражданских транспортов у них нет. Что англичане могут противопоставить этим 3
немецким кораблям. Перечисляем. 3 тяжелых крейсера типа Хоукинс, 7 тяжелых крейсеров типа Кент, 6 тяжелых крейсеров типа Лондон, 2 тяжелых крейсера типа Йорк. Итого 18 тяжелых крейсеров. 3 к 6. Теперь берем расклад по легким крейсерам. Как известно, таковых у немцев 6. 6 легких крейсеров. Не считая учебный Габург 1908 года постройки, который, в принципе, крейсером уже не являлся по определению, потому что это очень старенький, ветхий и, в общем-то, бесполезный корабль. У англичан легких крейсеров против 6 немецких 43. Больше говорить не о чем. По эскадре миноносцам в германском флоте 22 миноносца. Эсминца. Эскадры миноносца. 22. 22. Вот на эту цифру легко. У англичан 191 эскадренный миноносец. 191 эскадренный миноносец. Но это не самое интересное в составе флота. Дело в том, что Англия – это остров. Царица Елизавета в это не верила, но это так. Англия – это остров. Чтобы переправиться с континента на остров, нужно либо построить мост, либо прорыть тоннель, либо использовать паром. В нашем случае в качестве парома десантные корабли. Для того, чтобы перебросить в Англию хотя бы один танковый корпус, нужно 1000 десантных кораблей. И вот это самый сейчас ключевой момент всей этой истории. Немцы не строят десантных кораблей. Вообще. Ни одного. Тем не менее, во время войны, когда была необходимость высаживать морские десанты, немцы создавали хорошие десантные баржи, десантные паромы «Зибель», вполне приличные корабли, которые годны для этих целей. Да и, собственно, что стоит построить десантный корабль? Это не крейсер, не эсминец, тем более не авианосец. Это простая железная лохань с мотором. Все. Ничего сложного в этом нет. Немцы накануне войны с Великобританией, которая остров, не строят десантных кораблей. И даже их не проектируют. Это значит, что немцы не планируют высаживаться в Великобритании. А это, в свою очередь, означает, что немцы не собираются с Великобританией воевать, потому что любая война должна окончиться победой. Если немцы не хотят победить Англию и не хотят с Англией воевать, то они, может быть, и не готовили никакой Второй мировой войны. Может быть, кто-то готовил, кто-то другой, кто строил массовыми сериями крейсера, эсминцы, строил тяжелые четырехмоторные бомбардировщики, готовил свою страну к войне. Но это уже совсем другая история.